Представьте себе, вам всего 16, а вы выросли в тепле и уюте княжеского терема, вы дочь авторитетного переяславского князя. И вся ваша жизнь до этого момента была понятной и защищенной. И вдруг, в один далеко не самый веселый день, вам объявляют волю отца. Собирай сундуки, ты едешь в чужую далекую страну. Вас выдают замуж за человека, которого вы в глаза не видели. Он намного старше. Он венгерский король по прозвищу Книжник, умный, начитанный, строгий, но уже совсем не молодой мужчина. По меркам XII века история, казалось бы, абсолютно рядовая. Обычный династический брак, где эмоции вообще никого не волнуют, а девушки служат лишь мостиком между государствами. И все же мы не ошибемся, если скажем, что в голове у юной княжны Ефимии, пока она ехала в окружении своей свиты по пыльным дорогам на запад, жили самые светлые надежды. Как любая нормальная девушка, она наверняка мечтала, что все у нее сложится хорошо, что муж-король окажется добрым и мудрым, что к ней будут относиться с искренним уважением, что она станет настоящей матерью для будущих наследников престола, обретет новый дом и, чем черт не шутит, сможет искренне полюбить своего супруга. И эта история действительно могла бы стать самой обыкновенной хроникой очередного династического брака, если бы... Но давайте обо всем по порядку. А чтобы мы с вами полностью погрузились в эту историю и четко понимали, насколько взрывоопасным был этот воздух, давайте на минутку остановимся и смахнем пыль с нашей политической доски. Для тех, кто пропустил прошлую серию или просто хочет освежить память, а что же вообще происходило в Венгрии в этот момент, когда карета юной Ефимии только-только пересекала границу, напомним расклад сил. На троне сидит король Кальман Книжник, правитель образованный, взрослый и уже знатно уставший от вечных заговоров. У него есть подрастающий сын и официальный наследник от первого брака Иштван. В глуши под строгим надзором затаился заклятый преданный враг Кальмана. Его родной младший брат Альмаш, красавец, любимец публики и вечный бунтарь, который органически не способен смириться с тем, что венгерская корона досталась не ему. Альмаш, к слову, тоже пристроил свои семейные дела идеально. Он женат на киевской княжне Предславе, дочери князя Святополка. И у них уже растет собственный маленький претендент на трон – сын Бела. И вот в этот закрученный узел въезжает наша юная Ефимия. Вы только вдумайтесь, какой у нас получается пасьянс. Два родных брата, готовых вцепиться друг другу в глотки. Предслава, киевская княжна, которая оказалась одна в чужом королевстве. Два маленьких мальчика, Иштван и Бела, за каждым из которых стоят огромные династические аппетиты. А теперь к этому раскладу добавляется молодая, полная надежд Ефимия, которая едет к венгерскому двору с абсолютно логичным для любой женщины того времени желанием подарить королю еще наследников, укрепить свое положение и стать полноценной хозяйкой в этом доме. Все фигуры расставлены, а игральные кости брошены. Все эти люди тесно переплетены родством, но делить им придется одну единственную венгерскую корону. Ну а теперь давайте смотреть, что было дальше. Итак, друзья мои, представьте себе эту сцену. 16-летняя Ефимия въезжает в королевскую резиденцию. Будапешта, как вы понимаете, в XII веке еще никаким боком не существовало. Столицей и сердцем Венгрии тогда был древний Эстергом. И вот, на пороге этого замка встречаются два абсолютно разных мира. С одной стороны, юная, свежая, полная надежд и детских фантазий княжна, а с другой ее законный муж. Кальману на тот момент 42 года. По меркам средневековья это уже очень взрослый, поживший и знатно потрепанный жизнью мужчина. Это вам вообще не романтичный юноша на белом коне. И уж тем более не его младший брат Альмаш, харизматичный красавчик, по которому вздыхали при дворах. Перед Ефимией стоит строгий, задумчивый интеллектуал, человек, переживший несколько жестоких восстаний собственного брата, бесконечные войны и постоянный стресс. Он невероятно умен, но глубоко уставший и подозрительный. Он из тех людей, кто привык во всем искать подвох и холодный политический расчет.
Времени на раскачку не было вовсе. Свадьбу играют прямо здесь. В первые же дни гремят кубки, венгерские бароны пьют за здоровье юной королевы. Шумит праздничный пир. Но насколько же разным был этот день для них двоих. Юная Ефимия искренне пытается разглядеть в этом молчаливом взрослом короле доброго мужа и защитника, учится улыбаться чужой знати и верит, что впереди их ждет светлая семейная жизнь. А Кальман смотрит на юную красавицу-жену с искренней благодарностью за зацементированный союз с Мономахом, но в первую очередь видит перед собой не романтику, а главную гарантию спокойствия на своих восточных границах. Праздничный шум утих, последние гости разъехались, и в Эстергоме начинаются обычные королевские будни. Хотя, казалось бы, какие обычные будни? Но, по меркам того времени, вполне себе стандартный семейный портрет, с поправкой на королевский статус, разумеется. Муж бесконечно занят своими делами. У него с утра до ночи государственная рутина, написание церковных законов, всякие старинные фолианты и, конечно же, сдерживание врагов. А юная жена, она осваивается в совершенно новой для себя роли, учит чужой язык, вникает в тонкости дворцового этикета и обустраивает быт. А рядом крутится Иштван, сын Кальмана от первого брака, подросток, который всего лишь на пару лет младше королевы. И тут, конечно, возникает главный вопрос. А был ли этот брак консумирован? Друзья мои, еще как! Подсматривать в замочную скважину королевской спальни мы с вами, естественно, не пойдем. Это дело чисто семейное, но поверьте на слово, взрослый муж навещал молодую жену с весьма завидной регулярностью. И эти визиты очень быстро принесли свои плоды. Вскоре выясняется главная новость. Юная Ефимия беременна. Казалось бы, вот она радость. Счастье, триумф, укрепление союза. Но именно в этот момент, когда в замке узнают о беременности королевы, и начинается наша главная, страшная и абсолютно невероятная история. Друзья мои, прежде чем мы с вами поспешим обрадоваться новости о беременности Ефимии, давайте все-таки разберемся, что происходило вокруг на самом деле и почему, собственно, обрадовались в этой ситуации только мы с вами. А вот при венгерском дворе от этой новости у всех волосы встали дыбом. Знаете, когда Кальман замышлял этот брак, складывается стойкое ощущение, что наш умнейший книжник, конечно, был человеком эрудированным, но в тот момент думал исключительно о сиюминутных желаниях. А желание у него было только одно – потушить пожар здесь и сейчас. Ему нужно было срочно укрепить восточную границу и выбить табуретку из-под ног своего вечно бунтующего брата Альмаша и его сына Беллы. Сказано, сделано. Встретились с Мономахом, договорились, ударили по рукам, сыграли свадьбу. Казалось бы, задача решена, живи, радуйся. Но вот дальше начинается самое интересное. Будь мы с вами в тогдашней Англии или во Франции, там все было предельно понятно и разложено по полочкам. Родился еще один принц? Отлично. Все пьют, гуляют и радуются. Вырос парень. Получит свое герцогство. Система престола наследия все равно работает как часы. Но Венгрия XII века – это совершенно другая планета. Вы сами прекрасно видите, какой бардак там происходил вокруг короны. Здесь появление любого нового королевского ребенка воспринималось не как радость, а как прямая угроза очередного хаоса и гражданской войны. И вот на этот и без того взрывоопасный костер прилетает главная вишенка на торте. В тот самый момент, когда Ефимия носит под сердцем ребенка, на Руси происходит грандиознейшее событие. В Киеве умирает князь Святополк, и наш Владимир Мономах триумфально садится на киевский престол. А Переяславль и Киев – это, как говорят у нас, две большие разницы. Мономах в один миг превращается из просто авторитетного соседа в самого мощного правителя всей Восточной Европы. А теперь давайте заглянем в кабинеты венгерских баронов и министров, которые сидят при дворе Кальмана. У них до этого момента в голове была абсолютно понятная и разложенная по полочкам жизнь. Есть наследник Иштван. Где-то в оппозиции бегает брат Альмаш со своим сыном Беллой. Расклад привычный и контролируемый. И вдруг они осознают суровую реальность. Молоденькая королева Ефимия не просто девица из провинции, она дочь великого князя Киевского. Венгерская знать мгновенно умножает 2 на 2. Если Ефимия рожает мальчика, то этот младенец, родной, кровный внук
всемогущего Мономаха. А это значит, что при любом династическом споре киевские дружины придут в Венгрию как к себе домой защищать права любимого внука. Придворным интриганам такой третий претендент на престол, да еще и с армией киевской за спиной, был нужен, как собаке пятая нога. Всю их выстроенную систему координат просто умножили на 0. Но это была только одна сторона медали. Сухая, холодная политика. А теперь прибавьте к этой панике министров то, что в этот же самый момент происходило в голове у короля Кальмана. Друзья мои, давайте отложим в сторону политические карты и заглянем в личные покои короля. Потому что там, за закрытыми дверями, разворачивалась глубокая и очень тяжелая человеческая драма. Представьте себе, Кальман к этому моменту – это не просто уставший 42-летний правитель, это человек, который день за днем живет в состоянии непрерывной, дикой, адской физической боли. Вы спросите, а что за боль? Что с ним вообще происходило? А происходила с ним страшная по тем временам вещь. Как считают историки и врачи, которые изучали венгерские хроники, у книжника развился тяжелейший гнойный отит, запущенное воспаление костной ткани прямо за ухом, которое переходило в глубокий нарыв. Если говорить простым языком без медицинских терминов, у человека прямо в голове за ушной раковиной образовался гнойник. Внутренние ткани воспалились и загноились. Все это непрерывно пульсировало и давило на череп 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. А теперь давайте на секунду вспомним, на дворе 12 век. Никаких антибиотиков, никаких обезболивающих, ни нурофена, ни анальгина, вообще ничего. Из лекарств у придворных лекарей были только кровопускания, травяные примочки, да горячие компрессы, которые при гнойном воспалении делали человеку только в разы хуже. То есть король месяцами жил с постоянной, выжигающей мозг болью и невыносимыми мигренями, от которых невозможно было ни уснуть, ни спрятаться. И ответьте себе честно, во что превращается психика любого, даже самого умного человека? Если его изо дня в день пытать такой болью, он теряет сон, становится дерганым, вспыльчивым и невероятно подозрительным. Ему свет не мил, а в каждом шепоте за спиной начинает мерещиться заговор. И вот представьте эту мизансцену. В замке сидит измученный, сходящий с ума от боли и бессонницы король. И в этот момент к нему приходит молодая, свежая, 16-летняя красавица-жена и с радостной улыбкой объявляет: «Я беременна». Друзья мои, средневековые летописцы, к сожалению, не сохранили для нас эмоциональных подробностей того дня, когда юная королева пришла к мужу с главной новостью. Но мы с вами можем легко дорисовать эту сцену и, поверьте, вряд ли ошибемся. Представьте, 16-летняя Ефимия, сияющая от счастья и осознания выполненного долга, входит в покое мужа и с улыбкой объявляет: «Я беременна». Она ждет хоть какого-то проявления теплоты, объятий или пышного праздника. Но подпрыгнул ли Кальман от радости? Закружил ли он молодую жену на руках? Ну, конечно же, нет. Во-первых, 42-летний, измученный, постоянной болью король в принципе не был способен на подобные вспышки нежности. А во-вторых, в его воспаленном разуме в этот момент уже крутились совсем другие мысли. Скорее всего, Кальман просто выдержал тяжелую паузу, сухо и холодно кивнул и произнес что-то вроде: «Я услышал тебя. Это важная весть. А теперь иди к себе, мне нужно подумать». Ефимия ушла из королевских покоев в легком замешательстве. Вряд ли она сразу заподозрила неладное. Девушка наверняка успокаивала себя. «Ну, мой муж человек взрослый, строгий, мудрый. Он книжник. Он не привык кричать от восторга. Наверное, он просто радуется про себя, по-королевски». Ефимия еще не знала, что за этим ледяным молчанием мужа скрывался не спокойный расчет, а тихий и страшный надлом. И пока юная королева мечтала о будущем материнстве, в покоях Эстергома уже начали вращаться ржавые жернова будущей трагедии. Друзья мои, прежде чем мы будем рассказывать дальше, давайте ненадолго остановимся. Я уверена, у многих из вас, точно так же, как и у меня в свое время, когда я только начинала разбираться в этой истории, возникает один единственный вопрос: почему? Давайте попробуем представить себе эту ситуацию со стороны.
Напомню, Кальману 42 года. Но 42 года в 12 веке – это вообще не то же самое, что 42 сегодня. По меркам Средневековья это уже очень солидный возраст, а в случае Кальмана еще и время тяжелейшего физического угасания. И вот представьте себе эту сцену. Молодая жена выбегает из светлицы, а король остается в покоях абсолютно один. Он сидит в тишине, смотрит в одну точку и думает. Он же прекрасно помнит, зачем он вообще затевал этот брак. Помнит, как сам настойчиво просил у Мономаха его дочь, как сам ходил в ее покой. Он исполнял королевский долг, делал все, как положено. Но, скорее всего, в глубине души, раздавленный своей непрекращающейся болью и немощью, он даже не рассчитывал, что его измученное тело еще способно даровать новую жизнь. И вот ему объявляют: королева-то беременна. И Кальман сидит и смотрит на эту весть сквозь призму собственных глубоких комплексов и страхов. Он же прекрасно видит, кто он, больной, уставший человек, от которого пахнет лекарствами и гноем. И видит, кто она, 16-летняя, цветущая, красивая. И прямо в этот момент в голове у короля начинается страшный, отравляющий диалог с самим собой. Вместо простой и естественной мысли «я смог, я снова стану отцом», в нем просыпается глухое ядовитое сомнение. Он сидит и думает: а действительно ли это сделал я? Я, угасающий больной калека? Или это молодая красавица, которая просто не могла меня полюбить, нашла себе какого-то молодого и здорового, пока я тут сутками корчусь от мигрени? Понимаете, да? Ему психологически проще и привычнее поверить в предательство, чем допустить, что юная девушка забеременела именно от него. А для человека, который всю жизнь прожил в окружении предательств и заговоров, идея измены выглядит куда более понятной и логичной, чем простое семейное счастье. Кальман остается сидеть в полутемных покоях, капля за каплей, переваривая этот свой личный ад. Но если пока это были только его собственные темные мысли, то на пороге его покоев уже появляются те самые доброжелатели. Представьте себе этот невероятный, почти кинематографичный контраст. В одном крыле замка свет, девичий смех и полная безмятежность. Юная Ефимия сидит в своих покоях. Вокруг нее хлопочут служанки, приехавшие вместе с ней. Шуршат шелка, кипит бытовая суета. Королева вышивает и искренне, по-человечески счастлива. Ну да, муж отреагировал на новость холодно. Ну и что? Он же король. Человек взрослый, строгий, занятой. Главное это в другом. Она беременна. Она выполнила свой главный долг. Она ждет ребенка. И в ее голове нет даже тени какого-то подозрения. Жизнь-то только-только начинается. А в это же самое время в другом крыле замка за тяжелыми дубовыми дверями разворачивается совсем иная драма. Там, в полутемной комнате, пропахшей примочками и лекарствами, сидит измученный Кальман, и вокруг него начинают кружиться королевские министры. Те самые люди, которым будущий ребенок Ефимии, внук всемогущего киевского князя Мономаха, не просто не нужен, а смертельно опасен. И начинается тончайшая классическая придворная обработка. Друзья мои, естественно, никто не вбегал в королевские покои с криками «Мы застукали королеву, нашли, застали». Никто не называл конкретных имен, не приводил дат, не показывал пальцем на конкретного рыцаря. Да и не могли ни назвать, ни показать, потому что никакого любовника в реальности просто не существовало. Ни в одной венгерской хронике вы не найдете имени соучастника. И это лучшая улика того, что никакой измены не было. Придворные интриганы действовали куда изящнее. Они капали на мозги больному королю капля за каплей, искрясь заботой. «Ах, Ваше Величество, как же вы страдаете, как тяжело вам дается каждый день». А вот молодая королева, глядим, прям-таки расцвела, улыбается, светится. Оно и понятно, молодость. Но вот только вы не замечали, как весело она общается со своими молодыми земляками из свиты? Они ведь там у себя в крыле все о чем-то шепчутся на своем непонятном языке. Мы, конечно, ни на что не намекаем, государь, дай бог вам здоровья. Но уж больно-то она счастлива, пока вы тут корчитесь от болей. Они не выдвигали прямых обвинений, они просто задавали правильные вопросы, сочувственно вздыхали и делали многозначительные паузы. И этот ядовитый коктейль из аккуратных намеков,
упал на адскую головную боль Кальмана, и его собственные мужские комплексы сработали безупречно. Подсознание мгновенно превратилось в слепую, абсолютную уверенность. А что же было дальше? А дальше, друзья мои, шла обычная, нормально протекающая беременность. Живот понемногу растет, молодая мать искренне ждет своего малыша, шьет первые вещички. Все вроде бы хорошо. Но замечала ли Ефимия, как с каждым днем менялся воздух вокруг нее? Замечала ли эти косые, ядовитые взгляды венгерских придворных? Слышала ли, как резко затихают разговорчики в коридорах? Стоит ей только переступить порог. А видела ли, как все более тяжелым, холодным и недовольным становится взгляд мужа? Венгерские хроники нам об этом, конечно же, ничего не оставили. Мы можем лишь догадываться. Но давайте просто на минуту попытаемся представить, каково это было оказаться на ее месте. Просто представьте себя на месте этой девушки. Вы дочь Владимира Мономаха, вы воспитаны в строжайших религиозных традициях, в абсолютном понимании своего долга перед семьей и Богом. Да, вы выехали к мужу, которого не выбирали, вы не были безумно в него влюблены, он не был великим красавцем, но вы честно, безупречно исполняли свою роль. Вы все сделали правильно. И вдруг, как обухом по голове, я не знаю, вызвал ли ее сам Кальман или отправил министров, но в один из дней в ее покоях звучат страшные дикие слова: «Ребенок не мой, ты предательница и прелюбодейка». Друзья мои, давайте будем честны, даже сегодня, в 21 веке, услышать такое от мужа, когда вы беременны, когда у вас гормоны, уязвимость и ожидание чуда – это страшный удар. А теперь перенесите это в 12 век. Обвинить в измене не просто мужу, а королю. Быть не просто девушкой, а дочерью великого князя, чье имя только что смешали с грязью. Это не просто обидно или неприятно. Это моментальное, полное обрушение всего твоего мира. Почва просто уходит из-под ног. В одну секунду из королевы ты превращаешься в изгоя. И я знаю, что у кого-то из вас сейчас может закрасться мысль: ну а вдруг? Вдруг девчонка действительно оступилась и изменила? Друзья мои, я никогда в это не поверю. И не потому, что я безумно романтизирую Ефимию, а потому что если бы она реально изменила, венгерский двор устроил бы из этого грандиознейшее шоу. Они с удовольствием назвали бы имя любовника, устроили бы публичный процесс, казнили бы виновного на глазах у всех, чтобы железобетонно оправдаться перед Владимиром Мономахом. Смотри, мол, князь, вот улика, вот грешник, мы правы. Но у них не было ничего. Ни единого имени, ни единого доказательства, ни единого свидетеля. Только голословное, состряпанное на коленке обвинение, чтобы скорее выставить девушку за дверь. И вот только вдумайтесь в эту трагическую картину. Стоит Ефимия, растерянная, испуганная, с уже заметным животом под платьем. Рядом стоит ее свита, ее служанки, бояре, которые смотрят на нее с полным недоумением и ужасом. Ей неимоверно стыдно перед своими же людьми, хотя она ни в чем не виновата. В голове стучит только одна страшная мысль: а как я вернусь домой? Как я посмотрю в глаза отцу, великому князю Мономаху? А что я скажу? А ее уже торопят, ей не дают опомниться, судорожно заставляют собирать сундуки и практически под конвоем указывают на дверь. Венгерская сказка закончилась позором, которого она не заслужила. И вот представьте себе эту дорогу. По холодным, продуваемым ветром Карпатам тянется вереница экипажей, а внутри сидит несчастная, раздавленная и, скорее всего, непрерывно плачущая Ефимия. В каком состоянии она ехала, нам с вами даже страшно представить. Это смесь глухой обиды, шока, гормонального всплеска беременной женщины и животного страха перед будущим. Еще вчера она была королевой, а сегодня она опозоренная, отвергнутая и объявленная изменницей. А в это же самое время в замке Эстергома наш книжник Кальман впервые за долгие месяцы может свободно и облегченно выдохнуть. В его воспаленной, мучимой мигренями голове пазл наконец-то сложился. Фух, все хорошо. Опаснейший политический узел разрублен. Его единственный любимый сын Иштван теперь сядет на венгерский трон без лишних конкурентов. У него больше не будет соперника в лице кровного внука Владимира Мономаха. Никаких киевских дружин у стен замка. Никакой третьей силы в венгерских разборках.
Киевский вопрос закрыт раз и навсегда. Да, конечно, где-то там еще в тени все еще затаились неугомонный брат Альмаш и его маленький сын Белла. Но, как говорится, проблемы нужно решать постепенно. До них у короля еще дойдут руки. А сейчас главный потенциальный кошмар выдворен за пределы государства. Кальман считает, что одержал грандиознейшую победу и защитил сына. А тем временем карета с Ефимией все ближе подбирается к родным землям. Юная княжна сидит молча, смотрит сквозь слезы в окно на бескрайнюю дорогу, обнимает руками свой живот и думает только об одном: а как я посмотрю в глаза отцу? Как встретит меня великий князь Владимир Мономах? А теперь, друзья мои, давайте перенесемся из холодного, объятого паранойей Эстергома в Киев. Представьте себе Владимира Мономаха. Ему уже за 60. По меркам XII века это глубочайший, умудренный огромным жизненным опытом возраст. Это человек непререкаемого морального и религиозного авторитета не только на Руси, но и во всей Европе. Он сам был воспитан в строгой вере, и своих детей, и сыновей, и дочерей растил в абсолютной дисциплине понятий долга и чести. И вот в один из дней к великокняжескому терему прискакивает запыхавшийся гонец. Новость, которую он приносит, по тем временам не просто скандал, а оглушительный, страшный удар. Дочь великого князя, королеву Венгрии, обвинили в измене и позорно выгнали из страны. И вот тут давайте на секунду остановимся. Какая реакция должна быть у отца? Что бы вы сделали на его месте? Скажу честно, слава богу, что на Киевском престоле тогда сидел Владимир Мономах, а не я, например. Потому что я-то человек вспыльчивый. За своего ребенка я бы, наверное, там уже не просто полки подняла, а сожгла бы Венгрию дотла и какую-нибудь средневековую бомбу на праведном гневе изобрела. Но Мономах был не просто разгневанным родителем, он был великим мудрецом и гениальным дипломатом. Поверил ли он хоть единому слову венгерских шептунов про прелюбодеяние? Ни на секунду. И дело тут вовсе не в слепой родительской любви из серии «Моя доча, идеальная принцесса, она точно не могла». Мономах был слишком бывалым волком в политике. Он мгновенно просчитал всю эту комбинацию. Он знал, как воспитывал Ефимию, и он прекрасно понимал, если нет имени любовника, если нет суда и свидетелей, значит, это не правосудие, а топорно сфабрикованный политический навет, чтобы избавиться от Мономаховой династической линии при дворе Кальмана. Оскорбили ли его? Не то слово. Это был вызов, брошенный лично великому князю Киевскому. Но пошел ли Мономах на Венгрию войной прямо сейчас? Нет. И в этом проявился весь его грандиозный государственный ум. На дворе 1113 год. Мономах только-только сел на киевский стол после страшного голодного бунта. Ему нужно наводить порядок в стране, писать законы, утихомиривать бояр, следить за степью и половцами, сорвать всю армию и вести ее сквозь непроходимые Карпаты в далекий поход ради мгновенной мести означало поставить под удар внутреннюю стабильность всей Руси. Мономах зажимает свой родительский гнев в кулак. Он решает не устраивать истерик и не размахивать мечом раньше времени. Он просто отдает приказание готовить пышную царскую встречу для своей дочери и садится ждать. Настоящая большая месть – это блюдо, которое великий князь Киевский подаст венгерскому двору очень холодным. Друзья мои, конечно же, наши суровые монахи-летописцы не описывали трогательные и пышные сцены того, как именно встретили Ефимию, когда она въехала в Киев. Упомянули ли они вообще ее приезд? Да, всего одной лаконичной строчкой: «Приведена бысть Ефимия из Угор». И что самое главное, наши летописцы ни словом, ни полунамеком не обмолвились о венгерской грязи и обвинениях в измене. Для наших летописей этого позорного наговора просто не существовало, и слава богу. Но почему мы с вами можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что отец встретил ее не с упреком и позором, а с искренней защитой и любовью? Да просто потому, что в XII веке существовал предельно жесткий порядок. Если бы Мономах хотя бы на долю секунды поверил в позор дочери или захотел бы скрыть семейный грех, Ефимию прямо с порога отправили бы в монастырь.
Постриг в монахине – это стандартный средневековый способ спрятать опозоренную женщину с глаз долой и смыть пятно с княжеского рода. Но ничего подобного не произошло. Ефимию никто не прятал. Она не поехала в далекий скит, а осталась жить при великокняжеском дворе в Киеве на правах законной и любимой дочери самого могущественного правителя. И вот тут, друзья мои, нужно понимать один важнейший фундаментальный момент. Кальман и Ефимия официально так и не были разведены. Кальман при всем желании не мог оформить официальный церковный развод через Папу Римского, потому что Ватиканский суд тут же потребовал бы железобетонных фактов и доказательств измены. А никаких доказательств у венгерского короля, как мы с вами уже знаем, не было от слова совсем. Поэтому с точки зрения канонического права и всей Европы, никакого развода и не произошло. Это была не бывшая жена, а по сути они просто тяжело поругались и разъехались. В общем, Ефимия приехала к отцу в Киев на абсолютных правах законной жены короля Венгрии, которая просто живет отдельно от супруга. И вот представьте себе эти несколько месяцев перед родами. Ефимия наконец-то оказалась дома. Не в чужой ядовитой атмосфере Эстергома, где каждый угол шептался о ее грехе, а в родных стенах, где вокруг нее родные люди, забота, покой и полная безопасность. Никаких допросов, никаких косых взглядов. Она могла спокойно выдохнуть, прийти в себя после кошмарного путешествия через Карпаты и в тишине подготовиться к главному событию своей жизни – рождению первенца. И вот наступает этот долгожданный момент. На календаре рубеж 1113 и 1114 годов. В светлице Киевского терема раздается первый чистый крик новорожденного младенца. На свет появляется мальчик. Малыш, от которого в далекой Венгрии так слепо и жестоко отрекся родной отец, но которого с бесконечной отцовской нежностью и гордостью встречает его родной великий дед. Представьте себе эту сцену, от которой действительно перехватывает дыхание. Древний Киев под высокими, расписанными ликами сводами храма пахнет ладаном и воском. Мерцают сотни свечей, в полумраке замерли бояре, высшее духовенство и иностранные послы. На середину храма выходит сам великий князь Владимир Мономах. Он берет крошечного, беспомощного внука на руки и высоко поднимает его, показывая всему миру. Друзья мои, в XII веке это было не просто семейным событием, это был открытый, величественный и оглушительный политический манифест. И если у кого-то в Европе еще оставались сомнения, то в эту самую секунду они рассыпались в пыль. Монах перед Богом и людьми открыто заявил: «Это мой кровный внук, и я никому не позволю бросить на него даже тень подозрения». Владимир лично дает мальчику имя Борис. Наречь ребенка этим именем означало наделить его особой сакральной защитой. Имя Борис давалось только в правящем роду Рюриковичей. Этим простым решением Мономах смывает всю венгерскую грязь и дарует младенцу абсолютные неоспоримые права. Этому мальчику не суждено расти стыдливо спрятанным бастардом где-то на задворках княжеского двора. Нет, монах с самого первого дня его жизни закладывает фундамент. Его внук будет расти в абсолютном почете, в царской роскоши, под лучшей охраной и с лучшим образованием. Со стороны матери он кровный Рюрикович, со стороны отца законный принц Венгрии. И великий киевский князь сделает все, чтобы Борис вырос не сломленным сиротой, а настоящим наследником короны, за спиной которого стоит вся мощь Древней Руси. А что же чувствует в этот миг юная Ефимия? Для нее этот день становится моментом полного долгожданного исцеления. Стоя в полумраке храма и глядя, как ее великий отец гордо держит на руках ее сына, как вся Русь преклоняется перед этим младенцем, она наконец-то может спокойно выдохнуть. Вся боль, все унижения, весь тот страшный позор, который на нее попытались навесить в Венгрии, сгорают в пламени этих церковных свечей. Ее защитили, ее сына признали. Спасенный и укутанный в княжеские шелка маленький Борис тихо спит на руках у Мономаха. Он еще не знает о предательстве и отказе родного отца. Он пока не понимает, на чьих великих руках сейчас лежит, и даже не догадывается, какая сложная, полная борьбы судьба его ждет.
А мы пока оставим маленького Бориса сладко спать в его уютной колыбели под присмотром заботливых киевских нянек, а Ефимию наконец-то наслаждаться спокойным материнством под надежной крышей своего великого отца. И давайте перенесемся обратно в Венгрию. Ведь там в это самое время разворачивается самая настоящая, мрачная и бескомпромиссная средневековая драма. Итак, давайте освежим в памяти диспозицию. На венгерском престоле все еще сидит наш книжник. Он, как мы помним, только что одержал великую победу, решительно избавился от киевской угрозы, с позором выставил беременную жену и свято уверовал, что зачистил горизонт для своего любимого сына и наследника Иштвана. Казалось бы, сиди на троне и радуйся жизни. Да, вот только оставалась одна маленькая, но очень упрямая деталь. У Кальмана был родной, младший брат, принц Альмаш. Человек феноменальной, просто неукротимой энергии и железобетонной уверенности в том, что корона на голове Кальмана сидит исключительно по какому-то недоразумению. И ладно бы Альмаш жил один, но нет, у него есть жена Предслава, к слову, племянница нашего Мономаха, и их маленькая отрада, сын по имени Белла. Полный комплект идеальной альтернативной королевской семьи. Для тех, кто, возможно, пропустил наш прошлый ролик, коротко напомню. Альмаш все эти годы вообще не сидел сложа руки. Это был настоящий чемпион по мятежам. За время правления брата он пытался свергнуть Кальмана раз 5 или 6. Схема у Альмаша была отработана до автоматизма. Поднять бунт и привести в страну чужие войска. Проиграть Кальману, упасть на колени, пустить слезу и поклясться: «Брат, прости, я больше так не буду». Получить от Кальмана очередное амнистирование и тут же пойти в угол организовывать новый заговор. Кальман прощал его почти 20 лет. И вот наступает 1115 год. Здоровье короля рушится на глазах, ушная инфекция прогрессирует, адские мигрени разрывают голову, силы уходят. А Альмаш, видя, что брат угасает, с привычным энтузиазмом начинает готовить очередной переворот. Описывать детали этого заговора я вам даже не буду. Поверьте, там не было ничего нового. Все та же очередная гениальная пакость. Тайные сходки, шепотки по углам и попытка нанести удар в спину угасающему брату. Естественно, об этой суете очень быстро узнает Кальман. И вот тут происходит то, чего Альмаш явно не ожидал. 20 лет прощений, амнистий и братолюбия кончились в одну секунду. Друзья, чтобы понять следующий шаг Кальмана, нужно на секунду заглянуть в его собственную персональную преисподнюю. Оправдывать его мы, конечно же, не будем. Такое оправдывать невозможно. Но попытаемся увидеть мир его глазами. А картина для него вырисовывается катастрофическая. Он видит перед собой сразу два фронта. Первый фронт далекий, но от этого не менее жуткий. За Карпатами, под покровительством Владимира Мономаха растет младенец. Неважно, кем его считал Кальман. Главное, в руках Киева появился официальный поворотный механизм, чтобы в любой удобный момент двигать полки на Венгрию. Это далекая грозовая туча, которая может ударить молнией в любой момент. Но если Киев – это угроза на перспективу, то второй фронт открыт прямо у порога его спальни. Неугомонный брат Альмаш снова шепчется по углам со знатью. А рядом с ним подрастает маленькая альтернатива для венгерского трона принц Белла. Кальман чувствует, как с каждым днем тают его собственные силы. Его любимому сыну Иштвану всего 14, и умирающий король осознает простые, страшные правила игры. Если он уйдет прямо сейчас, его мальчика просто сожрут с потрохами. Далекую киевскую грозу он пока достать не может, мальчик далеко, а за его спиной стоит Мономах. Зато Альмаш с сыном, вот они, на расстоянии вытянутой руки. И тогда в воспаленной голове Кальмана смыкается холодная жуткая логика. Чтобы спасти своего ребенка, он должен на корню выжечь близкую угрозу. И сделать это так, чтобы у мятежников больше никогда не возникало даже мысли о венгерской короне. Чтобы почувствовать всю глубину этой трагедии, давайте посмотрим на происходящее не глазами политиков, а глазами женщины. Поставим себя на место Предславы, киевской княжны, которую когда-то торжественно выдали замуж за венгерского герцога Альмаша. Да,
Ее муж был человеком сложным, взрывным, вечно ввязывался в авантюры и бредил короной. Но он был ее мужчиной, а главным смыслом их жизни оставался маленький сын Бэла. Ему шел всего 6-й год. Это был обычный светлый мальчишка, который вырос в окружении материнской нежности и отцовской гордости. Вся его короткая жизнь состояла из детских игр, ласки и абсолютной уверенности в том, что мир вокруг добрый и безопасный. Он бегал по замку, смеялся и даже не подозревал, какие хищные тени сгущаются за дверями его детской. В семье росли и девочки, но вы же понимаете реалии XII века. Для герцогского дома единственный сын – это значит все. Это продолжение рода, это будущее, это главная надежда всей жизни. И вот наступает самый обычный тихий день. Никаких тревожных вестей, никакого предчувствия беды. Как вдруг этот домашний покой взрывается эхом чужой силы. По каменным плитам коридора грохочут кованые сапоги, звенят доспехи. В светлицу без стука врываются королевские стражники. Они скручивают герцога Альмаша. Но на этом не останавливаются. На глазах у онемевшей от шока Предславы солдаты тянут руки к маленькому Бэле. Мальчик сжимается в комок, плачет от страха, не понимая, за что эти суровые взрослые дяди так грубо хватают его. Предслава в отчаянии бросается на стражников, пытается вырвать ребенка, но ее жестоко отталкивают. Тяжелая дверь с глухим стуком закрывается. Мужа и 6-летнего ребенка уводят прочь. Предслава остается в звенящей, вымораживающей душу тишине. И в эту минуту ее охватывает дикий животный страх. Как дочь правителя, она слишком хорошо знает законы своего жестокого века. 6-летних мальчиков не забирают под стражу ради обычного разговора. Если забрали и отца, и единственного наследника, случится страшное. Она остается в полной неизвестности, сходя с ума от бессилия и дикой боли за своего ребенка. А мы с вами, друзья мои, к сожалению, знаем, какой именно приказ в эти минуты уже отдавал измученный болезнью и паранойей король Кальман. А что же было дальше? Ну, давайте сделаем этот шаг вслед за конвоем, который везет отца и сына все дальше от солнечного света. Туда, где стены начинают отдавать сыростью и холодом, а в темной глубине подземелья алым огнем наливаются раскаленные угли. Герцога Альмаша повалили на камень первым. Кричал ли он? Ну, конечно. Ни один человек, будь он трижды закаленным воином, не способен сдержать крик, когда раскаленное железо выжигает глаза. Но самый дикий, бесчеловечный ужас этой сцены заключался в другом. В паре шагов за происходящим наблюдал его 6-летний сын. Представьте мальчика, который в полумраке факелов смотрит, как на его глазах заживо калечат отца. Человека, который был для него центром вселенной, главной защитой и абсолютным идеалом. Плакал ли Бэла? Забился ли от страха в угол, не в силах даже глотнуть воздуха? Мы не знаем. Но в эти мгновения весь его хрупкий детский мир с грохотом рассыпался в прах. А в следующую секунду тяжелые, мозолистые руки палачей подхватывают и его самого. 6-летний ребенок еще даже не успел осознать масштабы катастрофы, и тут же вспышка ослепляющей и невыносимой боли. И все. Свет гаснет навсегда. Больше Бэла никогда не увидит ни красок, ни лика матери, ни этого мира. Для 6-летнего мальчика мироздание в одну секунду сузилось до плотной, непроглядной вечной тьмы. Зачем Кальман сотворил такое? Для XII века это была запредельная, шокирующая жестокость, но за ней стоял ледяной математический расчет. По каноническим законам той эпохи изувеченный человек, и тем более слепец, не имел права восходить на трон, надевать корону и вести за собой рыцарские полки. Формально Кальман не пролил крови брата и не взял на душу грех братоубийства, но фактически одним ударом раскаленного железа он выжег всю оппозицию и намертво зацементировал трон под своим сыном Иштваном, изувеченного Альмаша, и Бэлу отправили под надзор в монастырь. 6-летнему Бэле отныне предстояло заново учиться жить, делать первые неуверенные шаги, осязать мир ладонями и угадывать его по звукам, нащупывая в пустоте руку своего такого же слепого отца. И пока в подземелье вершилась эта расправа, в замковых покоях все так же ждала Предслава.
Она еще ничего не знала, что за какой-то час ее прежняя жизнь разлетелась на мелкие осколки. Она не вернулась в родной Киев и не отвернулась от близких. Она последовала за мужем и сыном, став их единственными глазами, бессменным поводырем и единственной опорой для двух самых важных мужчин в своей жизни. Ну а мы возвращаемся к Кальману. В королевских покоях наконец-то воцарилась тишина. Король Кальман мог перевести дух. В его воспаленной голове страшная шахматная партия была сыграна с блестящей победой. Судите сами. Опасный и бунтующий брат Альмаш, ослепленный, упрятан в монастырь. Маленький Белла уже не соперник. Незаконно рожденный Борис с позором изгнан вместе с матерью и где-то там, далеко в Киеве, даже не помышляет о венгерской короне. Путь к престолу для любимого 15-летнего сына Иштвана был очищен идеально. Ни врагов, ни конкурентов, ни претендентов. Совесть королей-книжников – штука гибкая, и Кальман засыпал с чувством выполненного перед династией долга. Вот только торжествовать просвещенному монарху пришлось недолго. Судьба отмерила ему после этой расправы смехотворный срок – меньше года. Болезнь, которая годами точила тело Кальмана, перешла в решающее наступление. Умирал король тяжело и мучительно. Его терзали дикие головные боли и страшный нарыв в ухе. Лекари того времени были бессильны. Раскаленные припарки только усиливали страдания, а паранойя и бред выжигали разум правителя быстрее любого яда. В феврале 1116 года венгерский король Кальман испустил последний вдох. Его с пышными королевскими почестями похоронили в усыпальнице Секиш-Фехервара. Кальман уходил в иной мир с абсолютной уверенностью, что он победил время, обхитрил судьбу и спас своего единственного наследника. Он умирал и даже не догадывался, что главный удар по его династии нанесет вовсе не слепой брат из монастыря, а его собственный любимый сын. Друзья мои, мы не будем утомлять вас бесконечным перечислением битв, походов и политических альянсов, которыми усеяны эти годы. Скажем главное. Иштван II оказался, мягко говоря, далеко не самым лучшим выбором для венгерской короны. Вспыльчивый, дрочливый и катастрофически неудачливый. Он просидел на троне 15 лет, умудрившись переругаться со всеми соседями. Но главная трагедия его жизни и высшая, почти мистическая ирония судьбы кроется совсем в другом. Помните, с какой запредельной жестокостью его отец, король Кальман, защищал дорогу к власти для любимого сына, как он выгнал беременную жену с неправильным ребенком, как выжег глаза родному брату и 6-летнему племяннику. Все ради того, чтобы династия Иштвана правила вечно. И вот вам ответ вселенной. Иштван II женился дважды, но так и не смог родить ни одного наследника. Вообще. Все, ради чего Кальман взял на душу смертный грех и искалечил собственных родственников, рассыпалось в прах. И вот под конец жизни тяжело больной, растерянный Иштван понимает, он умирает, а передать трон просто некому. И тогда он сам призывает ко двору, вы не поверите кого. Того самого слепого Беллу, который все эти годы шаг за шагом учился жить в абсолютной кромешной темноте. Иштван женит его на сербской принцессе и официально объявляет своим законным преемником. Какая грандиозная историческая насмешка. Отец выжигал ребенку глаза, чтобы освободить трон для своего сына, а сын, не оставив после себя вообще никого, лично берет за руку этого слепца и передает ему венгерский престол. В 1131 году Иштван II умирает, и на трон восходит король Белла II по прозвищу Слепой. Вы наверняка спросите, а что же в это время происходило с родителями Беллы? Дожил ли Альмаш и Предслава до того дня, как их ослепленный сын надел все-таки эту злополучную корону Венгрии? Что касается Альмаша, то здесь в полной мере сработала старая мудрость. Горбатого могила исправит, а неукротимого претендента на трон не исправит даже слепота. Казалось бы, человек потерял зрение, вычеркнут из политики, сослан под надзор в монастырь. Сиди тихо, молись и радуйся, что остался жив. Но только не Альмаш. Все эти годы, будучи абсолютно незрячим, он умудрялся плести заговоры и собирать вокруг себя оппозицию против своего племянника, короля Иштвана.
В итоге, когда очередной заговор с треском провалился, Альмашу пришлось спасать свою голову. В 1126 году слепой герцог тайком бежит из страны в Византию. Там, при дворе императора в Константинополе, в 1127 году и закончилась его бурная жизнь. До момента, когда его сын взойдет на трон, Альмаш не дожил всего-то 4 года. А что же Предслава? С женщинами той эпохи летописцы традиционно обходились скупо, поэтому ее исторический след постепенно угасает в монастырских стенах. Достоверно известно, что она до последнего делила с мужем и сыном все тяжести заточения. Но когда Альмаш бежал к византийскому императору, Предславы рядом с ним уже не было. Мнения историков здесь расходятся. Одни считают, что киевская княжна скончалась от болезней еще в середине 1120-х годов, а другие верят, что она сознательно отказалась от побега и осталась в Венгрии, чтобы до последнего беречь и защищать своего слепого сына. Как бы там ни было, на момент воцарения Беллы в 1131 году Предславы уже в живых точно не было. Мать, которая отдала все силы спасению своего ребенка, так и не увидела его главного триумфа. Вот такая печальная и суровая история. Ни отец, ни мать не дождались этого дня. Но жизнь продолжается, и на венгерский престол официально восходит король, который не видит своего государства. Подробно расписывать правление Беллы II мы не будем. Все-таки сегодня наш главный фокус смещен в другую сторону. Скажем главное, фактически правителем Венгрии все эти годы был вовсе не незрячий король, а его жена, сербская принцесса Илона. Решительная, невероятно умная, а местами пугающая жестокая женщина взяла все бразды государственного управления в свои стальные руки. История Илоны и ее кровавые мести за изувеченного мужа – это сюжет для отдельного остросюжетного ролика. Если вам будет интересно, мы обязательно расскажем о ней в будущем. Белла II просидела на троне ровно 10 лет. Увечья, нанесенные в детстве, и годы жизни во тьме не прошли бесследно. Под конец жизни король искал спасения от фантомных болей и тоски на дне бокала. И в 1141 году Белла умер. Ему не было и 33 лет. Но главную задачу династии слепой монарх выполнил с триумфом. В браке с Илоной у них родилось 6 детей. И только вдумайтесь, сразу 3 его сыновей – Гёза, Ласло и Иштван – в будущем один за другим надевали венгерскую корону. К слову, старший сын Беллы слепого Гёза возьмет в жены внучку, кого бы вы думали? Да-да, Владимира Мономаха. Представляете, как удивительно и красиво замкнулся этот исторический круг. Кровь киевских князей не просто не затерялась на чужбине, а намертво укоренилась на венгерском престоле на поколение вперед. Но, отдав дань уважения слепому королю, давайте наконец-то вернемся к нашему главному герою, который все это время сжимал кулаки и ждал своего звездного часа. Но для начала давайте выясним, как же сложилась жизнь Ефимии. Она полностью посвятила себя главному делу своей жизни – воспитанию маленького Бориса. Замуж княжна больше так и не вышла. Со временем, когда сын подрос и уже мог самостоятельно распоряжаться своей судьбой, Ефимия ушла от мирской суеты и приняла постриг в монастыре. Ее тихий земной путь завершился 4 апреля 1139 года, спустя 27 лет, после того злосчастного дня, когда ее беременную выгнали из Венгрии. Княжну похоронили с почестями, достойными дочери Мономаха, в знаменитом храме Спаса на Берестове, родовой усыпальнице ее семьи. Вам, конечно же, интересно, а как же сложилась судьба Бориса? Как внук Мономаха, за которым венгерские хроники на века закрепили клеймо непризнанного, распорядился своей жизнью. Друзья мои, вы только взгляните на этого юношу. Борис рос в Киеве, в абсолютной любви, почете и роскоши. Внук Владимира Мономаха, племянник сильнейших князей Руси. Если бы в XII веке существовало понятие «золотая молодежь» или «мажор», Боря возглавлял бы этот список. Статный, красивый, сильный, богатый. У парня было абсолютно все, о чем можно только мечтать. Но была в его жизни одна огромная, неразрешимая беда. У него не было собственного трона. И вот тут кроется тонкость династического права того времени.
На Руси его все признавали законным сыном венгерского короля Кальмана. Но именно поэтому претендовать на какой-либо город или удел он не мог, не полагалось по листвичной системе. В Киеве он оставался хоть и самым дорогим, но все же гостем. А в самой Венгрии, как мы помним, родной отец позорно нарек его бастардом и лишил наследства. И вот перед нами молодой, полный сил мужчина, который живет в сытости и неге, но с каждым днем все больше закипает от несправедливости. Боря категорически не желал коротать век в роли богатого приживалки при Киевском дворе. Он прекрасно знал, чья кровь течет в его жилах, и жаждал получить свое. Сначала он с досадой наблюдал за чудачествами бездарного Иштвана II и несколько раз даже пытался подсобрать войска, чтобы заявить свои права на венгерский трон. Но попытки провалились. А затем на венгерский престол и вовсе восходит Бела II. И тут у Бори отнимается речь. Вы серьезно? Слепой король, человек, который не видит собственного войска, сидит на троне, а я, зрячий, статный, умный и полный сил принц, должен просто смотреть на это со стороны? И начинается грандиозная эпическая эпопея под девизом «Отдайте мой трон». Борис наступает на старые добрые грабли. Он, как и его дядя, не успокаивается ни на минуту, собирает отряды, уламывает польских королей, привлекает киевских родственников, устраивает поход за походом. Но венгерские бароны стоят стеной, крепости не сдаются, и корона каждый раз нагло уплывает прямо из-под носа. Зараза Бела сидит на троне крепко, а его жестокая жена Илона с потрохами пресекает любые попытки переворота. Наш Боря потерпел целую серию обидных поражений. Любой другой на его месте уже плюнул бы и жил в Киеве в свое удовольствие до глубокой старости, но только не внук Мономаха. И вот представьте себе картину. Сидит однажды Боря у себя в Киеве, доедает очередной княжеский обед, вздыхает и вдруг ловит себя на мысли. Так, стоп, а я вообще кто? А я же Мономах, практически. А кто у нас Мономах? А Мономах – это ведь не просто громкое прозвище, а имя византийского императора Константина IX. А наш Боря – его прямой правнук, праправнук, то есть. Да у него же буквально половина генетического кода кричит на греческом. И вот скажите на милость, как византийский аристократ с такой гениальной родословной может спокойно сидеть на месте, когда вокруг происходит подобный беспредел? Венгерскую корону не дают. На Руси собственного трона под него вообще не предусмотрено. Какая вопиющая историческая несправедливость. И Борис делает единственно логичный вывод. Он берет себя в руки, собирает тяжелые сундуки, прощается с родным Киевом, садится на корабль и отправляется прямо на родину предков, туда, откуда когда-то вся наша сага и начиналась, в блистательный Константинополь. Итак, пока наш Боря с тяжелыми сундуками еще только плывет по Черному морю, давайте опередим его, заглянем в Константинополь и поймем, в какую политическую игру он так удачно вписывается. На византийском престоле в этот момент восседает император Иоанн II Комнин. В историю он вошел под гордым прозвищем «красивый» или «добродетельный». Насчет красивого современники иногда, конечно, подсмеивались, а вот правителем, полководцем и геополитическим гроссмейстером он был действительно выдающимся. Династия Комнинов. В XII веке это эпоха абсолютного византийского шика, бешеных денег и невероятного, просто космического снобизма. Византийцы искренне считали себя единственной истинной цивилизацией на планете, а всех остальных королей и князей Европы слегка умытыми варварами. Но была у Константинополя одна постоянная головная боль на северных границах – королевство Венгрия. Венгры в те времена были парнями горячими, со сложным характером и отличной конницей. Они активно расширяли границы, лезли на Балканы, отнимали у империй приграничные земли вдоль Дуная и вообще вели себя крайне дерзко. Напряжение на границах искрило постоянно, и византийцам требовался инструмент контроля над этими беспокойными соседями. И вот представьте картину.
Причал Константинополя, швартуется корабль, и на византийский берег со своими тяжелыми киевскими сундуками сходит Борис Коломанович. Он решительным шагом отправляется прямо в императорский дворец. Входит в зал и к Иоанну II Камнину и с порога заявляет: «Здравствуйте, я Боря, внук Мономаха и правнук византийского императора, тоже Мономаха». Иоанн II выслушал этот пылкий монолог, оценил осанку гостя и понял главное. Генеалогия Мономахов – это, конечно, безумно мило и приятно, но византийского правителя интересовало совсем другое. В его голове мгновенно вспыхнула одна единственная мысль: «Пречистая дева! Да это же идеальный джекпот!» Иоанн II мгновенно понял, какую невероятную политическую дубину ему только что принесло по волнам Черного моря. Теперь стоило венграм хотя бы на шаг подвинуть свои отряды у Дунайской границы или неосторожно посмотреть в сторону византийских владений, император мог изящно разыграть эту карту. Представляете себе эти переговоры? Приезжает венгерское посольство, а Иоанн II наливает им вина и между делом роняет: «Кстати, дорогие друзья, у нас тут в соседних покоях, совершенно случайно, живет сын вашего покойного короля Кальмана. Такой статный, здоровый парень. И так рвется в Венгрию, просто удержать не можем. Думаем, вот не дать ли ему пару-тройку византийских легионов для восстановления исторической справедливости. А что вы там про границы говорили? Напомните, пожалуйста». Естественно, после такого прозрения Иоанн II принял Бориса не просто как дорогого гостя, а практически как родного. Тем более, что византийская кровь в парне действительно очень даже мощно текла. С этого самого момента жизнь нашего непризнанного принца превратилась в сплошной, нескончаемый византийский праздник. Роскошные дворцы, шелка, бешеные стипендии из императорской казны и почет, о котором в Киеве можно было только мечтать. Но какой же претендент на трон без соответствующего статуса? В Константинополе привыкли делать все размашисто и капитально. Нашему венгерскому принцу подбирают невесту, да не какую-нибудь, а самую настоящую византийскую принцессу из правящего дома Камнинов. Чтобы вы понимали весь масштаб происходящего, давайте заглянем в самый высший свет Византии. В Константинополе тогда заправлялась семья Дука. И это был не просто знатный род, а настоящий аристократический космос. Девушки из этого семейства считались главным сокровищем империи и выдавали их замуж только за правителей первой величины. И вот в этом клане росла красавица по имени Анна, мечта любого европейского монарха. И кого же византийский император выбирает ей в мужья? Правильно, нашего Бориса. В один из дней в Константинополе гремит роскошнейшая свадьба. Вы только вдумайтесь в этот поворот. Человек, которого родной отец Кальман объявил незаконно рожденным бастардом и с позором выгнал, берет в жены девушку из правящего византийского дома. Теперь Борис официально становится частью императорской семьи. Вместе с браком Борис получает высший титул Севас, что переводится буквально как «августейший». В XII веке обращаться так можно было только к самой верхушке империи, а в комплекте к титулу прилагалось все, о чем можно только мечтать: бешеные деньги из казны, личные дворцы, слуги и статус человека, перед которым кланяются европейские послы. И здесь снова проявляется грандиозная ирония судьбы. Помните его брата, короля Иштвана II, ради которого их отец Кальман пошел на страшный грех и искалечил родных? Иштван просидел на троне, но так и не смог родить ни одного ребенка. И если на Иштване официальная линия Кальмана уперлась в глухой тупик, то наш непризнанный Боря без дела не сидел. В браке с Анной у него рождаются двое замечательных сыновей – Константин и Стефан. Так что король Кальман, который так усердно вычеркивал сына из своей жизни, теперь может с чистой совестью переворачиваться в гробу. Продолжение его рода обеспечил именно тот, кого он с позором нарек бастардом. И вот теперь взгляните на Бориса.
Перед нами мужчина на самом пике мирового Олимпа. У него есть абсолютно все. Статус Севаста, сказочное богатство, уважение самого императора, красавица-жена из высшего византийского света и 2 крепких, здоровых наследника. Казалось бы, сиди себе в золоченом дворце, пей византийское вино и радуйся жизни. Но мы-то с вами знаем нашего Борю. Судя по всему, неукротимая кровь его дяди Альмаша передалась нашему Боре в полном объеме. Посидеть тихонько в шелковом халате на византийском диванчике у него так и не получилось. Мы не будем утомлять вас подробным перечислением всех его военных авантюр. Кому нужны эти бесконечные исторические реестры? Скажем главное. Боря развлекался на всю катушку. В нем жил настоящий азартный воин, который искренне любил звон мечей. Венгерский трон манил его до судорог, и ради него Боря устраивал настоящие экшены. Он нанимал наемников и влетом захватывал будущую Братиславу, заставляя венгерского короля выплачивать огромный выкуп. Он умудрялся тайком прятаться в лагере французского короля прямо посреди крестового похода. В общем, шило в одном месте не давало ему покоя ни на минуту. В итоге византийский император оценил боевой задор родственника и доверил ему настоящую армию. Наш непризнанный бастард превратился в официального и весьма успешного византийского полководца. Но на войне, как известно, вечно вести не может. Да и с техникой безопасности там всегда было так себе. В середине 1150-х годов, едва перешагнув 40-летний рубеж, во время очередной кровопролитной битвы на Дунае, внук Владимира Мономаха, венгерский принц, византийский Севаст и просто неукротимый Борис Коломанович погибает. Он ушел из жизни именно так, как жил, в сияющих византийских доспехах, с мечом в руке и в статусе главного императорского генерала. На секундочку, друзья мои. Его смерть стала огромной трагедией для всей его семьи. Византийская красавица Анна Дука, которая искренне и горячо любила своего неугомонного мужа, после его гибели приняла постриг и ушла в монастырь до конца своих дней. Борис так и не подержал в руках венгерскую корону, ради которой положил жизнь. Но он оставил после себя сыновей Константина и Стефана. И если вы думаете, что на этом наша история закончилась, вы очень сильно ошибаетесь. Что касается младшего сына Бориса, Стефана, то здесь хроники хранят гордое молчание. Документов на него у истории не нашлось, так что нам остается лишь гадать, либо мальчик ушел из жизни совсем юным, либо просто выбрал сытую, спокойную и беззаботную жизнь византийского аристократа, ни в какие авантюры не влезал, и писарям было банально не о чем отчитываться. А вот старший сын Константин Коломан. Друзья мои, это была настоящая мегазвезда Византийской империи. Уровень его статуса, влияния и популярности сегодня даже трудно себе представить. И оцените иронию. Парень носил родовое прозвище Коломан в честь того самого венгерского короля, который когда-то выгнал его беременную бабушку. Старик Кальман в гробу, вероятно, сделался пропеллером, наблюдая, как его имя со слепительным блеском гремит на весь Константинополь. Константин был не просто троюродным братом императора Мануила Комнена, а его ближайшим другом, соратником и правой рукой. Красавец, законодатель моды, лихой воин и блестящий атлет. Ему завидовала вся столица. Император доверил ему в управление стратегически важнейшую и самую горячую провинцию империи Киликию. О том, насколько император дорожил Константином, говорит один фантастический факт. Когда в одной из битв на Востоке Коломан попал в плен к правителю Алеппо, византийский Базилевс вывалил за его освобождение астрономический выкуп. В перерасчете на наши деньги это было буквально тонны чистейшего серебра и золота, целое состояние, на которое можно было содержать армию. Но Мануил просто сказал: забирайте золото, верните мне Константина. Константин прожил яркую жизнь императорского генерала и ушел из жизни около 40 лет от роду. К сожалению, официальных наследников после себя он не оставил. И на нем эта громкая мужская ветвь обрывается. Но у историков есть весьма убедительная гипотеза, что у братьев Константина и Стефана была еще и сестра Анна. И если верить этим источникам, то эта внучка Ефимии вышла замуж за великого жупана Сербии Стефана I. А это значит, друзья мои, на минуточку, что именно она стала матерью-основательницей великой династии Неманичей.
подарив Балканам легендарных королей и святых. А буйная и неукротимая кровь наших главных героев пустила мощнейшие корни еще и в сербскую историю. Вот так удивительно замкнулся исторический круг. Сага, которая когда-то завязалась на византийских корнях Мономаха, в Константинополе и завершилась. Но не спешите ставить точку. История семьи Владимира Мономаха на этом даже не думает заканчиваться. Ведь у киевского князя, кроме Ефимии, еще была дочь. А это значит только одно. Наша византийская история не то что не заканчивается, она только-только начинается. Так что не спешите убирать в шкаф свой византийский пурпур. Впереди нас ждет такой водоворот событий, любовных авантюр и государственных переворотов, что все предыдущие сюжеты покажутся вам легкой разминкой. Ну что, вы готовы снова с головой погрузиться в эти опасные, но невероятно затягивающие византийские дебри? Тогда не переключайтесь. Все самое огненное у нас еще впереди.